Еще раз здравствуйте. Темой сегодняшнего семинара является мое учение о воскрешении. В данном уровне я показываю прежде всего то, что любой объект информации, он полностью восстанавливается, то есть тема, по сути, она более широкая в плане распространения принципиальных основ учения на любой объект информации. При этом рассматривается во многом еще определенная, скажем так, сторона мира, где любое проявление, например, Бога, да, в какой-то конкретной точке, например, если взять мое учение о Боге и о Его присутствии в любом следственном элементе реальности через структуру своей души, то здесь мы вполне можем сказать, что там, где явление Бога однажды состоялось, оно там и сохраняется, по сути. И вот вариант тот, что всегда можно восстановить, вообще говоря, любой объект информации, он именно связан с присутствием Бога в любом уровне информации, в любом действии и в любом элементе мышления. И вот когда я перешел на структуру мышления, то можно сказать, что мышление человека – это действие тела Бога. Когда мы рассматриваем такой процесс, то ясно, что телом Бога логически является, по сути-то, в общем-то, как скажем, в унифицированном, что ли, варианте, это логически ясно, что Бог присутствует в мышлении человека, ибо Он создатель всего, да, в том числе ткани мышления. Но когда мы рассматриваем этот процесс с точки зрения телесного присутствия, то мы находим соотношение со своим собственным телом и со структурами, которые существуют, там, например, внутри нас, да, предположим, там, внутри клетки. Если мы рассматриваем клетку более глубоко, то ясно, что, например, атом, который существует там вне, да, нас, предположим, атом углерода, он существует и в человеке, именно атом углерода как унифицированная система. Получается, что таким логическим рассуждением мы приходим к тому, что внешняя среда, она также достаточно унифицирована, она достаточно нейтральна и она всеобщая. С точки зрения логики, да, рассуждения. Дальше, когда мы начинаем развивать мышление в область присутствия Бога, то получается, что внешняя среда, она все-таки достаточно зафиксирована. То есть, если с этой точки зрения посмотреть на мир, то, предположим, я там положил руку на стол, молекулы и атомы соприкоснулись, например, со структурой стола, и получается, что я же ощутил внешнюю структуру своего восприятия, где на молекулярном или там атомарном уровне это, в общем-то, одна система, то есть я нашел, да, на логическом уровне однотипная система. Получается, что факт присутствия Бога здесь выражен именно в том, что Бог, создал условия, в общем-то, абсолютной жесткости, твердости, однозначности какого-то действия, исходящего от любого, в общем-то, элементарного действия вашего. И когда вы, например, переходите к дальнейшему рассуждению, то получается Бог как неразрушимый, так скажем, объект мира, объект информации и, в общем-то, основатель мира, он имеет практически абсолютную жесткость в системе управления, да, с точки зрения восприятия человека. То есть там, где находится Бог, там только исключительно Бог в этом месте. Это абсолютно жесткая система. Но ведь в представлении человека абсолютная жесткость как раз-таки граничит с абсолютной мягкостью, с доступностью системы. То есть чем, проще говоря, жестче человек, чем жестче система, да, чем жестче однозначнее мысль, тем она более проходима. Ясно, что более жесткие системы проходят через более мягкие. Но если мы исходим из точности такой, что однозначная система, такая как человек в этом месте присутствует один раз, то жесткие системы, значит, могут проходить через любые, вообще говоря, другие системы. Ведь в мире все так, что каждый уровень имеет только одно число, одно значение. В этом месте, этот человек, да, в этом месте, предположим, там другое, или там в этом месте Бог находится. То есть, когда вы начинаете эту систему анализировать именно так, то понимаете, что по сути-то там сверхжесткий уровень Бога, предположим, там, явление Иисуса, который проходит через какие-то преграды уже после, например, да, воскрешения, когда он проходил через, казалось бы, жесткие системы, там, если освоить этот уровень так, то получается, по уровню, например, тому, как устроена материя в Шамбале. Человек, в принципе, может проходить там через стены, например, но при этом стены, они действительно реальные стены. Просто уровень
уже вторичные жесткости находятся в самой стене. Ну, например, чтобы пройти через стену, надо найти уровень как бы жесткоопорный, где стена в принципе держится как бы на самой себе. То есть где она, ну, как бы самовоссоздалась, да, по аналогии с тем, как самовоссоздался Создатель. Когда вы на эту ступеньку наступаете, то, в принципе, значит, можно проходить через стену. То есть однозначность и как бы абсолютная жесткость, например, человека, да, в данной точке, говорит о том, что мы имеем управляемость внешней материи. При этом управляемость, она уже структурирована так, как управляемость вечная. Вот, например, в моем учении о любви я показываю, что любовь имеет совершенно определенную, однозначную траекторию. Но это чувственный уровень, который практически переходит в материальный. То есть любовь – это фактически на уровне отдаленного восприятия, это конкретная материя, которая не уничтожима. Ясно, что на ней можно построить неуничтожимый мир. Для логики, то есть проекционная фаза сознания, что ли, проект сознания ловит именно как бы жесткоматериальный уровень, а это выражается потом в том, что люди, значит, могут рожать, например, детей, да, и при этом, значит, мы можем сказать, что из абсолютно жесткой логической фазы есть люди, которые в динамике развиваются, но по аналогии с тем, как Бог создал мир, мы можем сказать, значит, что у них есть свойство вечности, потому что мы имеем такой фрагмент мышления. А именно такой, что вот материя любви, она сразу же становится материей вечности, по сути. И когда вы приходите, ну, например, к структуре собственного духа, то дух имеет бесконечную фазу в любой точке. Логически ясно, мы можем сознанием осознать, что в этой точке, там, где находится, например, атом, там дух, он имеет бесконечную фазу, мы можем сказать, что да, каждое явление мира, оно связано путем нашего логического мышления, там, духовного, да, развития. Какие-то придать как бы общеаксиоматические системы, там вода, например, там земля, да, огонь, предположим, воздух, ну, там, например, в структурах там, древних учений в плане вот, что ли, системы мира. Поэтому получается, что мы можем какие-то создавать градации логическим образом, но также мы логическим образом можем сказать, что если мы входим в жесткую однозначную систему, и эта дверь открывается там, где человек был создан, то какая разница, что нам, например, воспользоваться структурой знания о том, что жесткие системы проникают в любую другую систему, значит, как бы любая дверь, да, открыта, ну, образно говоря, или говоря в кавычках, то здесь, чтобы воскресить ушедшего, всего лишь навсего надо его как бы из этой системы, ну, вернуть назад в этом плане. А для этого получается, что нужно всего лишь навсего как бы знать выход. Ну вот есть, предположим, такие точки зрения, что есть там некие параллельные пространства, есть некие другие системы. В данном случае я говорю не об этом уровне, что ли, мышления, который, ну, как в физическом плане можно сказать, что да, есть n-мерное пространство математики и так далее. Я говорю о том, что чтобы действительно реально человека воскресить или в некоторых технологиях, это в более уже упрощенных вариантах, встретиться с воскрешенным, значит, нужно обязательно действовать только однозначно. И вот если человек, например, идет по уровню, предположим, управления такому, как, ну, скажем так, если для Иисуса там поверхность воды, это есть такая же поверхность, что он идет, ну, по ней там, да, например, не проваливаясь, то есть он просто идет, куда он хочет идти. Еще он же это делал до элементов воскрешения или там воскресения, да, значит, где воскресение, это его собственная как бы структура воскресения. Также он был, значит, на том уровне, что он рассматривал воскресение как есть действие Бога. И когда мы рассматриваем действие Бога, то получается, ведь для Бога какая в принципе разница, вот вода, воздух или там твердое тело. Если Бог захочет, Он может двигаться в любой точке, ведь Он создатель реальный. Следовательно, однозначную линию как бы в жестких системах мира можно найти, создавая следующий элемент реальности. И поэтому вот в моем учении о воскрешении я рассматриваю элемент создания, и, ну, он, вообще говоря, и определен в понятии воскрешения как структуры создания либо информации, либо, например, там, какой-то тканевой системы. При этом здесь элемент создания – это и есть тот путь, который однозначно определяет структуру развития. Если вы, например, встречаетесь с воскрешенным где-либо, предположим,
вы, например, ну, там, видите его вдалеке, да, то сократить это расстояние, чтобы он не был, например, вдалеке или не имел какие-то оптические конфигурации в плане там, даже света теней, да, потому что даже знакомый человек, когда на отдалении, вы однозначно тоже не всегда можете определенно сказать, что это он. Потому что вот рассеивание, да, воздуха, то есть чем дальше действие создателя, тем более размыто, ну, как бы его творчество, да, получается. А ведь другой человек, это тоже есть действие и, вообще говоря, уровень создателя. Когда он уже воскрешен, он все равно исходит от создателя, от Бога единого. Следовательно, расстояние – это есть то, что искажает в данном случае. А если это просто там, ну, живущий, да, не умиравший человек, какие проблемы? Вы подошли, и он находится в фиксированной системе. Если это уже воскрешенный, то здесь вот именно вот мы рассматриваем как бы, значит, или вы подошли, или вы сделали как бы уровень такой, чтобы приблизиться к нему духовным действием. И вот здесь ваш дух, он неразрывен с материей становится. Вот дух – это и есть материя. Ваш дух – это и есть материя, по которой вы движетесь. Как только вы переходите на эту технологию, то получается, что стоит вам только заметить, ну, например, там, один из сигналов в плане того, что похож, да, там, например, на воскрешенного, то сразу же нужно выбирать, ну, как бы в критериальном, что ли, варианте совершенно однозначно, в общем-то, следующий пакет, так скажем, да, действий как бы в своем уровне управления. Это первое, ну, как аксиоматический признак звучит в данном случае. Это обязательно постараться выйти, и не то, что постараться, нужно сделать только одно действие, на однозначный уровень доступа. Он формируется путем того, что вы действуете в структуре создания именно какой-то следующей системы. И следующий уровень – это духовная фаза сращивается с материальной фазой. Тогда вы имеете, ну, практически как бы единый, да, уровень управления, как некий коридор, да, по которому вы идете, предварительно его создав, тогда получается, что следующий уровень, именно процесс встречи, вы создали сами, уже в момент встречи. Я специально разделил уровень создания и уровень встречи. Ну, Бог создал всю реальность, потом Он создал самого человека, с которым происходит теперь у него встреча, да, например. Тогда получается, что вот процесс встречи – это же выполнение задач человека. И когда человек, например, уже воскрешен, то встреча с ним – это в том числе выполнение задач воскрешенного. Поэтому, значит, для того, чтобы, ну, как бы минимизировать или оптимизировать систему, именно связанную с тем, чтобы, ну, в меньшем количестве времени, с точки зрения минимизации, да, встречаться с воскрешенным, оптимизировать, ну, например, там, действовать это, значит, ну, таким образом, что вы видите сам предмет встречи как предмет, находящийся, ну, если говорить о предмете именно встречи, где есть атрибутика внешняя, например, там есть, предположим, какие-то дома, там события и так далее. Вот оптимизация имеется в виду все-таки больше внешняя структура. Вот оптимизация в плане том, что вы имеете внешнюю структуру как структуру, ту, которую вы также создаете, но уже на уровне души. Здесь будьте крайне внимательны, потому что внешняя структура создается душой, в то время как путь к воскрешенному, да, создается духом. И когда вы уже научились владеть оптикой, например, духа и души, если здесь, например, пропустить какой-то элемент восприятия, лучше вот сейчас я говорю, вы и воспринимаете. Там прослушиваете, когда кассету, в этот момент именно сразу воспринимаете. Видите, где есть действие души, в большей степени идет проекция оптики как бы в правую сторону, да? Духа – это прямая система, и прям видно по свечению. Душа – это как бы, так, ну, синевато такой вот уровень имеет свечение, причем у всех в этом стандартном процессе. А дух – это такой как бы серебристый уровень пути. Вот оптика совершенно однозначна. И когда вы выходите в природу однозначности действий для того, чтобы как бы предметную область отделить от уровня пути, то вы делаете то же самое, что делал Бог, когда, например, вводил параметр времени на уровне вещества, значит, определяющим, ну, как бы структуру развития материи. То есть внешняя структура – это есть, ну, например, материя, время – это есть именно сам путь. И поэтому получается, что человек часто еще стареет, потому что путь, да, выраженный во времени, он, значит, имеет как бы природу взаимодействия с вещами, с внешней, с предметной областью. Если эти две системы совместить, то получается вечное тело. То есть
получается просто наложение двух систем, да, волевым причем усилием. И когда вы это делаете, то ваше вечное тело, ваше, то есть вы получили свое, в данный момент вечное тело, начинает входить как бы в коллегиальный уровень реальности, и вы получаете вечное тело, то есть тело, которое не имело факта биологического разложения. То есть вы делаете через себя в данной технологии. И когда вы, например, так делаете, то как раз вот по моему учению о воскрешении вы передаете опыт уже тем, что вы сами встали в эту область, вы сами встали в эту позицию, и вы неразделимы с ним, ну, например, да, с воскрешенным в плане том, что вечный мир и есть технология освоения данного вечного мира. То есть вы с ним начинаете контачить в плане технологии как бы той вечности, которая одухотворена именно образом человека. То есть человек, создатель реальности, и человеческий уровень, человеческие отношения – это то, что формирует как бы уровень следующей реальности. А какие человеческие отношения? Это обычная социальная жизнь, да? Это рождение детей, это формирование какой-то экологической системы развития нормальной. И поэтому получается, что здесь вы все равно входите в нишу, что в реальности человек, который, например, не освоил структуру именно, что ли, управления, ну, в плане там, да, вечных систем развития, он все равно в ней находится как просто человек. То есть вот почему бытовой фактор, говорящий о том, что есть некоторые люди, которые, ну, как бы практиками управления, например, там, занимаются не интенсивно, в плане том, что они могут не размышлять, там, как сделать то или иное действие, но при этом они даже в бытовом плане очень эффективно участвуют как личности, да, то есть они эффективно входят в систему управления, где бы они ни находились. Поэтому, если мы рассматриваем, значит, в чем же эффективность тогда управления, то получается, что вот осознание, вот само, что ли, вот это вот действие по знанию человека, где человек начинает уже, в принципе, по сути, как бы узнавать, да, знать природу мира, это действие и есть то, что нас связывает как бы со всей системой реальности, там, друг с другом, в плане именно стремления, вот в данной технологии моего учения о воскрешении, стремление, например, там, воскресить другого. То есть в этой технологии вот знание одного и другого человека очень плотно переплетается, очень плотно. Здесь концентрация взаимных знаний, она, значит, ну, как бы часто на несколько порядков выше, нежели знания, там, использованные по структуре, предположим, там, какого-то внешнего управления, потому что здесь речь идет о всех людях. Если какое-то действие касается всех людей, то и знание распространяется, в принципе, тоже быстро. Ну, например, на корабле, если есть некий сигнал, там, да, как-то действовать синхронно, например, покинуть, да, борт как-то, то тогда все же это делают, и это касается всех. То есть то, что касается всех, то имеет очень сложную структуру развития. Поэтому Бог дал воскрешенным тот путь, где они идут, собственно говоря, по природе как бы первичной структуры мира. По сути-то они со своей стороны тоже создают, ну, как бы за счет структуры своего сознания встречное движение, потому что есть как бы система подобия, что не умиравший он двигается там в сторону, например, да, воскрешенного, воскрешенный как, ну, там, проекционная фигура, если в геометрии там система подобных фигур все равно испытывает там нечто подобное, но понятие испытания вот как бы нечто подобного заключается в том, что он создает структуру перед собой, но в отличие от живущего, значит, воскрешаемый, так скажем, да, в этой структуре он воспринимает практически одновременно и свечение Бога, и нарастание вот этих коридорных систем. То есть они начинают развиваться перед ним как структуры, которые его двигают в сторону жизни. И если вы вот, ну, как бы рассматриваете его движение, то он двигается как бы в системе, ну, как бы таких, что ли, цилиндрических линий, там, неких нитей, которые формируют его самого. То есть тело, ну, как если человек там летит, например, в невесомости, да, на парашюте, еще не раскрыв парашют, вот он испытывает примерно такое ощущение. Но все-таки это не невесомость там, на космической орбитальной станции, а именно когда он летит, когда есть внешнее сопротивление воздуха, там есть то, что соответствует чувственности человека. И в данном случае, ну, то есть вот именно тактильным, да, уровнем чувственности. Поэтому, когда я рассматриваю мое учение о воскрешении, то здесь структура именно создания материи, создания реальности, создания уровня реальности, это, ну, как бы в уровне, что ли, парадигмы совершенно новая структура управления, по сути, где рассматривается как структура
действия человека, направленного на воскрешение, так и структура воскрешаемого, который сразу попадает, тем более сейчас уже, в условия, когда он начинает двигаться в сторону вечного физического тела. Но дело в том, что ведь воскрешаемый, он, по сути-то, не находится в каких-то других условиях с точки зрения концепции Бога единого. Бог единый, как только человек попадает, да, в структуру биологического разложения, все равно перед ним ставит ту же самую задачу – иметь живое, вечное тело. То есть у человека нет разрыва в задаче. Просто биологическая смерть – это есть процесс удаления от решения задачи через, например, структуру другого типа познания. И когда, например, он начинает удаляться человек, он на каждой фазе все равно испытывает действие одной и той же задачи. Вот эти жесткие фронтальные световые лучи, которые его пытаются вернуть и часто возвращают человек не, например, попадая в структуру биологического разложения. Поэтому получается, что для воскрешаемого иметь вечное неуничтожимое физическое тело, это все равно такая же, в общем-то, уже несколько бытовая в понимании живущего, не умиравшего задача, и он на каждом уровне ее решает, на каждом уровне. Тогда возникает вопрос, следующего характера. Почему на каком-то уровне задача, например, не решается эффективно, предположим, начался процесс биологического разложения, почему клетка не формирует структуру создания, соседней клетки? А потому что, в данном случае просто надо добавить знания или внешним управлением, или он должен сам человек, например, уже знать. Тогда получается, что мы имеем уровень развития, который позволяет людям в реальном времени находиться в условиях, когда они не уничтожимы, потому что из-за этого не происходит внешних структур управления, направленных на уничтожение. Это уже структура, близкая к структуре именно Бога, где Бог, создавший мир, он находится в условиях, когда его невозможно уничтожить. И в этих случаях, если человек такой техникой владеет, то вокруг него не происходит явлений каких-то экстремальных, вокруг него просто есть некая социальная, биологическая норма жизни. И вот приход к этой биологической норме жизни, он таков, что если мы рассмотрим взаимодействие, например, атома и социальной жизни, а ведь задача любого управляющего или любого, управленца, который действует по моему учению воскрешения, это достигнуть обязательно, причем в любом случае, элемента воскрешения. Может быть, кто-то достигает позже, кто-то раньше, но все-таки действием управления всегда является предметная область, то есть именно духовная предметная область, целевая, по аналогии с тем, как это делает Бог, обязательное воскрешение, встреча с воскрешенным, при этом именно с тем, кого, например, вы выбираете, или просто, предположим, генератор случайных чисел поставить, выбрать любую фамилию и воскресить именно по этой фамилии. То есть задача ставится именно так. Мы, конечно, можем говорить о том, что разовое воскрешение – это есть приближение, так и есть, да. Разовые, миллионные воскрешения – это есть структура приближения к, в общем-то, уровню вечного развития цивилизации, но однозначно можно сказать, когда воскрешен любой человек, более того, почему, кстати, нужно развивать и структуру ясновидения, должен быть воскрешен тот человек, который нигде не был определен, ни разу. Например, был сделан, предположим, аборт, как определить? Человек не проявил в социальной системе. Тогда, получается, можно определить за счет развития духа, ясновидения, управляющего, и тогда воскресить его из уровня первичного зачатия, и так далее. То есть все направленные на жизнь системы, предположим, человек зачался, 3 дня в силу каких-то причин, произошел вариант, что человек, разные ситуации, бывают болезни, тогда получается, что этого человека тоже нужно восстановить. Любая цель Богом изначально данная на жизнь, она должна реализоваться. И когда вы этот уровень начинаете реализовывать именно в моем учении о воскрешении, то вы видите, что процесс воскресения, именно например, Богом, воскрешен Богом, то есть в аналитике управления, в этой, фазе учения, он воспринимается как то, что Бог действует здесь изначально как уровень, который дает знания, и в том числе Он делает сам. То здесь процесс воскресения и воскрешения от внешнего управления – это единый процесс, где
цель определена совершенно однозначно, что любое направленное на жизнь явление должно развиваться только исключительно в сторону жизни. И первичный уровень – это всегда есть уровень Бога, то есть Бог там, где есть развитие жизни. Таким образом, мы очень четко определили как бы параметрическую задачу. Да? Параметры очень простые. Вот есть некая площадь, есть некий там круг, вот точки, где идет развитие в сторону жизни, значит, там есть наличие Бога. Следовательно, действие Бога здесь определено тем, что по структуре создания мы действуем или просто как делает, например, Бог, или же мы делаем самостоятельно, но смотрим, значит, чтобы это было, например, действие похожее. Но действие похожее, например, да, это уже все равно не действие Бога, все равно. А ведь действовать можно точно только так, как делает Бог в целевом точном управлении. Следовательно, получается, что вот этот фактор именно вечного уровня развития, там, например, в том случае, например, направить мысль, ну, как бы в случае воскрешения, направить мысль туда, где есть вечное развитие и нет глобальных катастроф, а речь идет, например, там, о миллиардах лет, да, тогда возникает вопрос, как для человека осмыслить этот процесс миллиарды лет. Но через миллиарды лет идет как бы сковывание пространства, там время, оно начинает исчезать, начинает выходить на уровень другой структуры, то есть события начинают изменяться и, вообще говоря, восприниматься как бы блочные структуры, где очень сильно идет концентрация в большей степени пространства, а потом уже время, то есть время начинает быть видно как фактор внешний, то есть по сути это в настоящее время это проникновение в микромир. И когда вы начинаете как бы такие плотные фазы рассматривать, то получается, что в восприятии вот этих плотных фаз, то есть сверхконцентрация, это то, что вы делаете сами, самостоятельно. Как делает Бог? Он берет, делает, например, сверхконцентрацию и получает, что максимальным уровнем сверхконцентрации является человек в данном случае. В месте данного человека ничего не может быть, кроме самого человека, и никого. И получается, что как бы уровень сверхконцентрации имеет, ну, как бы такую природу, что более жесткие системы, да, например, Земля, там, кремний, какие-то более там, проявленные системы, типа огонь, они в данном случае ну, как бы выглядят так, что они могут как-то повлиять на человека, а получается, с точки зрения создателя, это не так. Именно создателя, действующего так же, как действует единый Бог, и одновременно создающего там, следующую структуру развития. Поэтому получается, что когда мы рассматриваем уровень взаимодействия человека с какой-то средой, там, где он находится, да, с огнем, воздухом, землей и так далее, там, предположим, мы можем рассмотреть следующий параметр, что человек, проходя по воздуху, там, ну, идя по земле, да, но двигаясь в воздухе, а не плывя, например, да, в воде, он действует по аналогии с Богом единым, который также, если он в данном месте проходит по данному там тротуару, он же также двигается. Как бы проблем нет, мы понимаем, что люди понимают, что здесь нету никаких неясностей. И вот это вот понимание по передаче информации, когда вы воскрешаете другого, оно точно такое. Бог вам также просто говорит, как нужно действовать по воскрешению, чтобы встреча произошла, например, да, быстрее. То как только вы начинаете это понимание как бы визуализировать, да, осознавать, то получается, что вы уже давно находитесь в этой фазе, где вы готовы, например, да, встретиться с воскрешенным, но уровень как бы внешней психологии, там, например, социальный статус общества, он может быть несколько другим, но тем не менее ваши, например, там, повседневной практики воскрешения, ведь вы же, как люди, например, там, не умиравшие, вы вполне можете структурировать внешний мир, как я сказал, вечное тело формирует вечный уровень другого тела, любого. Принцип аналогии в фундаментальных законах мира. И получается, что вы, значит, повседневно это делаете. А повседневное действие заключается еще в том, что вы там принимаете пищу, то есть делаете какие-то, ну, совершенно, в общем-то, по сути, фундаментальные действия, направленные на вечность мира. И когда вы начинаете рассуждать так, то ясно, что животный мир, там, например, да, растительный со временем может быть таким, что к нему можно будет не притрагиваться, а получать, например, структуру питания там, из как бы, структуры сознания. Да? А здесь получается очень простой вариант. Человек становится одновременно как бы, более автономным
что ли, уровня по отношению к внешнему миру, и вот в моем учении о воскрешении получается, что он тогда может создавать и восстанавливать любой объект реальности только потому, что реальность зафиксирована по отношению к нему в достаточно жестких, в общем-то, критериальных системах. То есть Бог создал так, чтобы восстановить там какого-то комара или там какую-то молекулу, которая была сдвинута с этого места, да, нужно очень точно знать координаты. И получается, что если мы, например, данные координаты каким-то образом определяем с точки зрения, например, ну, как бы идеологических принципов или там духовного состояния, что Бог дал точную картину, то получается в структуре сознания мы должны очень четко, однозначно выделять, что воскрешаемый или уже воскрешенный находится в совершенно конкретном месте. И вот там не может быть путаницы, вот что он там, предположим, находится в 3-м месте или там в 10-м. Поисковые системы в данном случае не работают в данной технологии. Вот здесь я представляю именно парадигму создания, где вы же можете создать в конкретном месте, вы можете взять, посадить дерево где хотите, правильно? Вам не обязательно его искать в лесу. Вы можете его где-то там купить по дороге, взять, например, чернозем к нему дополнительно и посадить в том месте, где вы хотите. Я специально разделил на 2-3 действия, да? Но если там вы можете купить, то отличие как бы этого дерева, которое можно купить, да, заключается в том, что вы действуете самостоятельно в каком плане? Дерево – это воспроизведенная система, она там продается людьми, людей создал Бог, но и дерево тоже, по сути-то, создал Бог в плане его роста, да? Получается, что разница между тем, что купленное дерево, или там вы его в лесу сорвали, это одно и то же, ну, там, откопали, предположим. Это, по сути-то, одно и то же. Для Бога это одно действие, это дерево, да? И когда вы начинаете эти явления объединять, вы увидите, что на уровне логического плана мышления выбор места и, например, определение значит, дерева в нужную точку там, дачного участка, да, или там, огорода. Если огород, возможно, это промысел, где, то есть яблоки растут, да, некие фрукты, которые можно еще и есть, то получается, что вы можете определить круг так, что вы создаете свой уровень, который как бы существует вне внешней там, Вселенной, вне внешней галактики. То есть вы на логике можете построить свой как бы укромный участок, там, предположим, садоводческий, и спокойно в нем себя гармонично чувствовать. Вот гармония наступает часто там, где вы контролируете ситуацию, хотя бы на приусадебном участке. Конечно, если там возникают сорняки, вы стараетесь противодействовать, да, например, но в том случае, если вы культивируете как, ну, в общем-то, либо красоту, либо используют для того, чтобы есть продукты этого приусадебного участка. Но вот я вот как бы специально отдалился в такую как бы садово-ягодную тему для того, чтобы как-то вот здесь вот показать, что весь мир на самом деле построен так, что любое действие, оно изначально гармонично, потому что там же есть действие Бога и есть структура и степень познания. То есть мы, конечно, можем взять там дерево и постараться познать, как оно там питается в почве, предположим, там жидкостью, да, какими-то микроэлементами, хотя бы логически. Но можно очень долго логически наблюдать, а можно взять и прочесть какую-то статью на эту тему, да, например. Но для этого надо научиться читать. А ведь человек дает каждому равные системы знаний изначально. Поэтому получается, что человек, исходя из того, что в любом возрасте, там, с самого раннего возраста, может воскрешать и встречаться с воскрешенным. Но технология, например, в детском возрасте, она совершенно как бы проста, да, она как бы более, что ли, линейна по вертикальному уровню восприятия, что люди, которые, скажем, взаимодействуют с детьми, они, в общем-то, часто видят определенные, что ли, системы, когда человек еще маленький, но говорит какие-то более сложные вещи, то есть он берет какую-то внешнюю информацию. То есть внешняя информация, которая не соответствует, да, возрасту, это есть уровень более правильных систем полного восстановления мира. Значит, к еще более раннему уровню, да, например, клеточному уровню, например, до уровня организации, предположим, плода, здесь существует такой фактор, что плод, он в том числе сам организовывает структуру своего развития, то есть, ну, там, помогает организму матери развиваться как-то и чтобы были благополучные роды. Но если мы исходим из того, что еще более рано, да, значит, например, до зачатия, структура до зачатия, то структура до зачатия – это и есть сам Бог, то есть проявленный конкретно для, например, данного, да, человека. И получается, что мы рассмотрели, например, там, биологически, с точки зрения
ну, как бы вот бытового уровня сознания, как бы биологический процесс развития человека, но Бог приближен к нему там, где он еще не зачат, но когда он зачат, вот понятие будущего времени стыкуется с понятием следующего человека, то есть матери, например, да, там, отца. И когда вы смотрите на мир так, то получается, что каждая следующая структура, по аналогии с человеком я уже провожу, просто по аналогии с человеком, должна иметь как бы фазу следующего развития от неких инициирующих источников. Ну, если некий кусочек там земли или там камня находится где-то, он скатился, ну, по крайней мере, была земля, да, с которой он скатился. Или, наоборот, там селевым потоком его приподняло, да, выхлест назад. То есть разные явления бывают в природе, даже не специфические, то есть он может оказаться выше, хотя сел идти может сверху. То есть очень много систем как бы управления существует в природе там, познания мышления. Так и здесь воскрешенный, когда он стремится в сторону живущего, который его воскрешает. В данном случае технология совершенно конкретная по отношению к живущему, именно который его воскрешает. У него вот эти вот многосложные уровни, ну, описательные, которые я где-то так вскользь сейчас задел, да, они приобретают предмет как бы фундаментальных рассуждений. Ну, то есть, чтобы, например, познать закон мира с точки зрения структуры воскрешения, достаточно здесь как бы акцентируется внимание на том, что очень ну, как бы длительная, да, по времени структура мышления воскрешаемого, это есть то, что мы видим мгновенным взором, например, там, физическим взором. И когда мы рассматриваем этот процесс, то нам становится понятно, почему процесс прихода, например, да, при встрече часто тоже длительный. Но если человек долго едет за рулем, например, да, и он как бы втягивается в автоматизм этого процесса, то, или там на поезде, то когда он сходит там, с поезда, все равно, если что-то рядом едет, у него ощущение, что он едет, ну как бы эффект физический, да, такой вот нарастает. Здесь то же самое, когда человек имеет другие временные рамки по созданию структуры, где предмет мышления у него длительный, ведь почему длительный? У человека, значит, проявление Бога, например, предположим, в мышлении имеет природу все-таки такую, что если от человека идет, например, ну, как бы импульс, да, световой, там, в виде полусфер, да, вот идет вот распространение от вас, то получается, что у воскрешаемого движение света идет к нему. То есть эти же самые сферы, они просто идут к нему, и он должен анализировать, что за сфера. Вот разница на бытовом уровне понимания или как на социологическом заключается в том, что человек ведь тоже, когда он воспринимает, сознание человека воспринимает некий внешний объект, он же все равно анализирует, да? То есть если вы себя знаете, а человек себя, как правило, знает достаточно ну, фундаментально, по крайней мере, он смотрит, если на свой палец, он знает, что это его палец. Но когда вы имеете внешний объект, чем вы как бы хотите воспользоваться, когда берете этим пальцем некую сферу, да, там яблоко, то возникает аналитический процесс достаточно серьезный, где есть анализ всего внешнего мира. И вот воскрешаемый, когда речь идет о создании структуре, значит, именно внешнего мира, он каждый элемент воспринимает именно так. То есть у него в этот момент, для его сознания, элементов освоенных практически нет. Вот в чем разница всегда между тем, кто не умирал, и тем, кто, например, воскрес до именно уровня всеобщего воскрешения, что здесь, значит, существует элемент как бы, ну, некой автоматической практики, когда вот он больше автоматизированно помнит, что вот надо постоянно делать действия по анализу внешнего элемента мира, потому что там как бы он видит, как Бог, например, да, или тот, кто его воскрешает, дает ему знания, он как бы закладывает эти структуры в свои уровни, например, да, там, предположим, физические или там духовные, и его сознание в этом плане абсолютно не отличается от сознания живущего человека. Вот я сейчас показал совершенно фундаментальную область, на самом деле, о которой я раньше вообще, ну, до этого момента текущего не говорил, что есть уровень сознания, который не отличается ни по каким параметрам от сознания человека, который не умирал. И это принципиальное знание, на самом деле, потому что тогда получается, что по аналогии воскрешенный как вывод, да, логический, как доказательный вывод, он тоже не отличается от живущего человека. Ну, что и требуется, по сути. Ведь нам, когда мы работаем по структуре воскрешения, нам нужно обязательно всегда думать о том, что
человек воскрешенный – это тот же самый человек, который ничем не отличается, именно ничем не отличается. И когда вы, от того, кто не умирал, я имею в виду, и когда вы, например, здесь развиваетесь так, то на вас начинает определенным образом реализовываться, скажем так, нагрузка, связанная с тем, что задачу всеобщего воскрешения, когда другие люди, которые уже будут воскрешаться, ничем не отличаются, опять решаете вы. То есть весь комплекс задач снова становится на вас. То есть не кто-то там со стороны будет этим заниматься, конкретно каждый человек, который этим занимается, он эти задачи решает сразу же, закладывая структуру отсутствия отличий того, кто будет уже воскрешен, или там с кем вы будете встречаться с уже воскрешенным. Поэтому, если воскрешенный человек уже давно даже воскрес, например, в хорошем находится совершенно самочувствие и так далее, в хороших даже социальных условиях он может приехать, да, но если он чем-то отличается от своей структуры, изначально, которую он запомнил как бы близкую, что ли, к матричной, хотя это больше как бы философско-духовная структура, то есть он может видеть изменения вещей, да, это нормально. Если вещи на том же уровне находятся, это может как бы фрагмент другого времени, он может над этим задуматься, да. Вот бывают приходы воскрешенных, если все то же самое в комнате, как бы жизнь зафиксирована, понятно, что его ждут, да, но получается, что ждать тоже надо уметь, то есть надо как-то так расположить вещи, чтобы он видел динамику, что он может прийти и здесь, например, остаться. Поэтому, когда вы, например, занимаетесь особенно воскрешением, предположим, там творческих личностей, то здесь возникает вопрос достаточно серьезный в плане того, что творческая личность часто воспринимает фрагменты событий как элемент творчества, например, там ноту, да, какой-то фрагмент слова или ассоциации. Ассоциации должны точно соответствовать тому, что он имел до биологической смерти. И поэтому сейчас я уже провожу более все-таки тонкую в плане управления систему, по воскрешению. И, именно все-таки разница здесь еще и в том, что я нашел как раз уровень и показал его изначально, зная, причем, обратите внимание, да, все-таки в логике его нашел сейчас, но я знаю, что это есть, где сознание не отличается на определенном уровне воскрешаемого и того, кто не умирал. И когда я, например, сюда провожу, то получается, что точное знание – это знание совершенно всех элементов мышления человека именно в момент встречи. И вот теперь мы снова приходим уже к тому, что если, предположим, мы имеем, предположим, необходимость вот именно встречи, где вы создали тот духовный коридор, да, и по нему прошлись на физическом уровне, это может быть та же самая земля, тот же самый тротуар, та же самая станция метро, но это ваше, вы сделали, ваше свечение, вы видите, что это вы. То есть это существует автономно, вне предположим, цивилизации, галактики, это вот ваш путь. И вы прошли по нему, и здесь возникает уже элемент встречи с воскрешенным. И вот момент встречи – это совсем другое. Это есть присутствие Бога. Например, встреча Бога и человека может происходить совершенно бытовым образом. Бог пришел, выпил, да, чай, поел и пошел дальше. Но если это человек, который не умирал, а Бог, например, в физическом теле, тогда момент здесь совершенно однозначно. Бог создал данного человека, какие проблемы? Да, два всего существует уровня, и там нету систем промежуточных. В данном случае воскрешенный, который приходит на встречу с вечной живущим, имеет хотя бы имеющий цель вечной жизни, да, с неумиравшим, то получается, что вот цель вечной жизни – это тот перекидной мостик, который говорит о том, что здесь присутствует именно Бог, то есть третий уровень, создавший их двоих и поставивший, в принципе, одну и ту же задачу. То есть здесь получается, что решение, совместная задача именно вечного развития заключается в том, что воскресший, он, вернулся, да, просто-навсего к пониманию фундаментальной картины мира, где необходимо вечное развитие. Если бы он знал, например, изначально мог бы все-таки не уходить тогда, то есть не иметь биологические какие-то такие превращения. И когда он уже начинает выходить, например, через молекулярный, субмолекулярный, домолекулярный уровень, то вот эти системы прохода, да, его, они заключаются в том, что, как я сказал, что если мы
рассматриваем уровень молекулярной, да, микроструктуры как проекция макрофрагментов вечного развития, там 10 миллиардов лет это есть одна молекула в проекционном плане. То есть будущее мы видим в спрессованном варианте, вот в этом плане, именно в технологии воскрешения, вот по данной структуре моего учения. И если мы, например, рассматриваем там структуру спасения гармоничного развития, то сам факт спасения, там, предотвращения возможной глобальной катастрофы заключается всего лишь в регулировании ближайшей клетки, которая имеет там бесконечное свечение. То есть это имеет совершенно прагматичный смысл уметь восстанавливать структуру до нормы в каждый причем момент, да, структуру колебательную, чтобы она была нормальная, тогда получается следующий там бесконечный момент, он нормальный. То есть мы знаем, что будущее бесконечно, потому что мы регулируем здесь любую микроструктуру. Но, естественно, мы на сознании должны знать совершенно четко, что все люди могут быть воскрешаемы, и все обязательно воскреснут, да, или уже воскресли, когда они уже воскреснут, все. То получается, что вот этот элемент как бы полиса обеспечения следующих действий включает уже и структуру обязательности. То есть мое учение о воскрешении, где я показываю именно, например, в разделе там, структуры создания, вот только я показываю методы создания. Здесь я прежде всего показываю, что человек, он должен иметь какие-то логические критерии для того, чтобы сказать, да, что вот есть основания считать, что человек может иметь вечное развитие, а для этого он должен управлять как микроструктурами, там, молекулярными, так он должен точно сказать, что кого он захотел, он мог воскресить, значит, он может, в принципе, значит, ну, там, не реализовывать, да, предложим, там, опыт Иисуса Христа, когда он, зная, что он может все-таки быть полностью, да, восстановлен и воскрешен, в том числе воскресен, он все-таки прошел этот уровень, да, то есть такого опыта в принципе не надо, он же один раз показал, этого достаточно. И получается, что когда вы это знаете, то есть воскрешать вы, например, можете, да, именно тех, кого хотите. Иисус, ну, доказал, что умирать не надо. Значит, потом вы можете управлять микроуровнем, да, любым. Ясно, что, как бы имея, ну, как бы такие стартовые, да, начальные, что ли, позиции, вы вполне можете сказать, что, значит, в будущем, например, уровне управления, где вот эти вот события уже сворачиваются именно в блочные, как бы сфероидальные системы, где время начинает отделяться, да, и выходить как фрагмент управления. То есть события измеряются, и время, в общем-то, в данном случае, получается, по аналогии, измеряется событийной конструкцией. И получается, что бесконечное количество событий попадает, например, да, в одну клеточную структуру. То вы начинаете управлять всеми событиями, и это совершенно реально в том плане, что структура вечности для вас, ну, как бы, начинает продвигаться сюда, то есть к вам. Интуитивно, как бы логически даже, то есть есть некое понятие, как интуиция в области логики. Она здесь начинает работать, а вот это уже есть, в принципе, внешнее управление, там, где Бог дает логические знания. И вот когда Бог дает логические знания, это видно, что здесь есть присутствие Бога, Он дает логические знания. Логика тоже различна. Есть логика, ну, построена на каком-то там тривиальном уровне, да, размышлений, например, причинно-следственных, а есть логика, даваемая Богом извне. И вот когда вы начинаете на логической фазе уже выделять, например, структуру развития, например, Бога на логической фазе, вы понимаете, что никакое либо внешнее утверждение, какое-либо событие, которое, например, логически влияет на вас, оно, или там даже духовно, оно не может вас сдвинуть с реального пути. То есть вы, ну, как монолит, да, любые внешние процессы, любое управление, это для вас, собственно говоря, только есть путь, который надо, вообще говоря, реализовать, чтобы достичь, например, там, вечного развития. То есть тогда человек перестает там попадать, как правило, значит, в какие депрессивные состояния, то есть, по крайней мере, попадает все меньше и меньше, если он вообще попадает, потому что как только он начинает работать в этой системе, он практически как бы уходит от задачи, я считаю, во многом как бы, ну, какой-то там сложной депрессивной, что ли, конструкции, потому что, ну, понятие, вот именно ввел такое слово, как депрессия, потому что как бы внешний прессинг, да, и как бы вот желание противодействовать, да, вот этому многоуровневому, что ли, плану, это есть все-таки больше фаза часто логическая,
То есть в первом уровне, хотя как бы прессинг духовного плана, это тоже все равно воспринимается как влияние на логическую. Как только мы в фазе логики обладаем устойчивостью, гораздо меньше причин для того, чтобы приостановить как бы активное развитие, то есть, ну, как бы каким-то образом повлиять с точки зрения там внешней, ну, как бы ненужной нам конструкции, да, которая относится, например, к депрессии. Поэтому человек, который занимается воскрешением, ни в коем случае не должен, я считаю, значит, входить в структуру, ну, как бы обремененности этой конструкции. То есть его задача находиться всегда в состоянии действия, как действует Создатель, Бог единый, он все время же действует, все время есть некие действия реальности. И с другой стороны, здесь ситуация такая, что сам путь, который он начал, этот человек, он, ну, во-первых, он правильный, и это понятно, и даже морально, то есть критериально понятно. Смысл говорить о другом пути, как правило, не возникает в момент там, принятия, да, решений, но он не возникает изначально, потому что человек такой есть сам, по сути, по образу подобию Божьему, он как бы вот реализован в своем даже сознании. Поэтому получается, что эти фрагменты сознания, которые его, ну, как бы организовывают, они начинают к нему идти по такому же уровню, что весь внешний мир он воспринимает так же, то есть он становится аналогичен уже в мире проявлен. Он внешний мир также воспринимает как структуру внешней конструкции, как я сказал. То есть внешняя информация, как некие сферы, идущие к нему, но уже от мира. И по аналогии он тогда переносит воскрешенного в свою область создания, где внешний мир от контакта с ним, он же меняется, он им как-то воссоздается, да, в своем восприятии. А значит, если значит, мы говорим о структуре мышления, предположим, у человека, да, где есть Бог, то в структуре значит, восприятия мира там есть человек. Вот эта вот фундаментальная структура, я сейчас вам ее дал, что в структуре мышления можно очень четко определить вот этот автономный, ну, к которому я привел больше аксиоматически, да, именно автономный уровень человека, где вы уже начинаете получать встречу с другим человеком, но обязательно. По вашему духовному коридору вы его встречаете. Так что сейчас делайте это управление, а я делаю вместе с вами. Сейчас я ввожу под раздел моего учения о воскрешении, который называется «Это фундаментальные законы, принципы и методы воскрешения людей-создателей». В данном случае рассматриваются те же самые конструкции, как именно законы, принципы и методы, но парадигма сама, как бы именно концептуальная система, она рассматривается больше как структура взаимодействия, значит, человека с другим человеком, создателем, где Бог-создатель, он есть уровень, который данного человека создал, и то же самое, что уровень, который показывает ему, как создавать. То есть здесь структура многосложная, и я специально здесь не уменьшаю уровня усложнения системы, так скажем, да, потому что сам процесс создания – это часто значит, многосложный процесс, поэтому в данном случае мы будем рассматривать по возможности, конечно, коротко и достаточно ясно и понятно, что когда мы рассматриваем, предположим, там, фундаментальные законы данного раздела учения, вот здесь получается, что мы можем говорить все-таки о комплексных связях и часто как бы в словесной, что ли, системе проявления, например, понимания могут быть разные. Например, там одно слово может приводить к пониманию того, что действие вами правильно совершено. Это уровень, в принципе, он, в общем-то, совсем другой, нежели уровень там линейного, там, последовательного управления. Здесь уровень слова сходится с уровнем действия. Таким образом, значит, фундаментальные законы воскрешения людей-создателей. Здесь я разделяю 3 уровня фундаментальных законов. Первый – это, значит, мы рассматриваем воскрешение людей, ну, как таковых, вот именно которые, значит, нуждаются в воскрешении, да, то есть у них был, например, зафиксирован факт биологической смерти.
Второй уровень – это есть значит, воскрешение при том, что мы ставим одновременно задачу восстановления внешних параметров как бы измененного мира, если он там был как-то отрицательно, ну, некие разрушения произошли. И третий уровень – это распространение значит, знаний на всех окружающих для того, чтобы живущие не были, например, там уничтожены. И вот в этом уровне, скажем так, представления знаний, я говорю о первом фундаментальном законе. Он формулирует следующим образом. Когда воскрешаемый создает перед собой реальность доступа в мир живущих, он прежде всего делает таким образом, что все параметры доступа, все, что он создает для этой цели, значит, обладает функциями полного восстановления по его воле. То есть фактически получается, что воскрешаемый должен не просто создать какой-то элемент, он должен еще рассмотреть структуру, значит, ту, что функция восстановления им правильно заложена вот в элемент, да, значит, реальности, именно в тот, который он создает. Значит, следующий закон формулируется таким образом, что воскрешаемый и тот, кто его воскрешает, включая, например, единый Бог, значит, все они действуют всегда таким образом, что их действие максимально выражено в, например, микроуровне, значит, ну, как бы области создания, вот, и минимально выражено в бесконечных системах от этого уровня. То есть речь идет о том, что максимально проявленные системы находятся в, например, в самом центре события. Да, если создается там молекула, это как бы атом. И в меньшей степени они проявлены во внешней системе. Таким образом, становится понятно, почему концентрация мира, там, например, да, Земля такая, что здесь находятся люди, а дальше мы достаточно, ну, там, в большом оптическом диапазоне не встречаем, предположим, других людей. Потому что это закон мира. Если мы сконцентрировались, то все другие проявления находятся уже настолько далеко, чтобы было гармонично здесь. Да, и чтобы с ними встретиться, мы должны уровень концентрации перевести на уровень как бы логических понятий. То есть мы должны развиться для этого, иметь уровень, ну, как бы интеллектуального, да, культурного, духовного развития, позволяющий обеспечить этот же закон. Фактически это на уровне, ну, норм, что ли, социального поведения означает свободу воли другого человека или другого сообщества. И исходя из этого, значит, мы можем сразу однозначно сказать, что третий закон о чем гласит, что знания о вечном развитии должны распространяться мгновенно, таким образом, чтобы они могли быть созданы, а также воссозданы любым уровнем, значит, приема и передачи, да, данной информации. Следовательно, первый параметр – знания должны быть созданы сначала, то есть как их вообще создать, если, например, ну, там, в данной точке там, неизвестны технологии, да, получения знаний. Тогда получается, что значит, создание знания – это прежде всего любой элемент действия человека или какого-то объекта информации, любой. И получается, что когда мы приходим к такому уровню понимания мира, мир становится очень светел, прост, доступен, то есть там нет проблем. Любое действие – это есть знание, вы находитесь в совершенно как бы универсальном уровне, что ли, простом знании, и при этом вы совершенно, ну, как бы не отягощены тем, что вам чего-то еще надо знать, чего-то надо исследовать. Кстати, такой уровень, он действительно есть, часто проявляется в определенные периоды детства. Каждый день мы замечал такой светлый горизонт. Это те знания, которые говорят о том, что да, никаких проблем нет. И самое главное, вы видите, что вы передаете эти знания, даже если вы, ну, как бы ничего не делаете в этот момент, то есть идете где-то там по какой-то там по проселочной дороге, например, да, в этот момент вы активно передаете эти знания другим. Вот у каждого человека это есть. То есть так же, как Создатель, единый Бог, например, передает знания в любом действии, также и вы имеете такие структуры, исходящие из вашего физического тела, когда вы передаете. И вот в моем учении о воскрешении передача знаний – это и средство влияния на физическую реальность. И используя, вот, например, фундаментальные законы,
вы можете вполне получить совершенно конкретную конструкцию управления через фактически, в общем-то, понимание, да, скажем так, через понимание все-таки цели и задачи, ну, как бы синхронизации тела, души, духа, сознания, как бы внешней реальности. Старайтесь более обобщенно брать, как бы более как бы расплывчато. Не берите здесь фиксирующих величин, потому что любое ваше действие – это есть статус нормы. Вот вы так думаете, это норма. Создатель, Бог вам единый дал именно здесь думать так. Никакое действие не может являться приоритетным, и никакое действие не может являться как бы, ну, более, что ли, требующим внимания, да, более важным. Вот когда вы в такое входите, то вы, что ли, состояние даже, да, если вы в такое входите, то вы понимаете, что уровень, например, действия, да, который вы имеете в плане, например, там, будущего развития, этот уровень определен больше как бы вашим собственным желанием, вашим изначальным уровнем, данным от Бога. Вы видите, что делал Бог и что Он здесь. Вот когда вы таким образом фиксируете и воспринимаете ситуацию, то вы очень быстро ну, видите вот эти вот основные принципы, значит, воскрешения людей, создателей. Первый принцип – человек создающий, он также и человек, действующий в плане представления любого объекта реальности как объекта, имеющего свою точку, ну, фактически, нахождения, свою точку управления. То есть человек фактически олицетворяет любой элемент информации. Он придает личностные характеристики, во-первых, своей собственной личностью, да? Он создатель, значит, но здесь еще есть другой уровень, что мы же говорим, значит, что идет воскрешение именно людей-создателей, мы должны же им, все-таки, если речь идет о воскрешении этих людей, передать им знания, как создавать. То есть, есть, например, люди, которые создают реальность, то получается, что вариант олицетворения любого элемента информации – это есть как некий носитель для передачи информации вашей личности. И принцип достаточно логически понятен, когда вы акцентируете внимание на какой-то вещи, там, молекуле, да, структуре молекулярной, там, макросистеме, на любом действии бытовом, вы вносите свое понимание в этот уровень. И воскрешаемый, который создает реальность, идя в этот мир живущих, он как бы снимает с этого участка информацию, для него это готовый, да, пласт, где ваша личность дает всю конструкцию. Поэтому здесь следует следующий принцип, что неумиравший, который дает структуру управления по воскрешению, дает весь комплекс практически своих знаний для конкретного уровня воскрешения того, кто воскрешается. То есть речь идет не о всем спектре, предположим, человек там специалист там, в математике или там, в философии или в религии, да, то воскрешаемый дает, в общем-то, определенный уровень импульс создания, чтобы получить свою часть, там, технологическую часть. Что ему нужно знать? Ну, предложим, чтобы построить путь движения как по воздуху, да, к миру живущих. Ему нужно знать, например, там, значит, динамику движения там, воздуха при работе вентилятора, например. Кстати, такие знания очень часто помогают, совершенно простые. И он, значит, строит эти пласты, как бы поднимается, потому что воскрешаемый попадает в этот мир живущих фактически часто механическим путем, то есть он как бы отталкивается как по облакам от этих фрагментов воздуха и как бы выскакивает просто, и все. То есть принципиального уровня здесь часто не бывает. Вот какую конструкцию он построит в своем мышлении, главное, чтобы она была правильная, то эта конструкция, она и попадает в структуру управления, особенно если там личность творческая, то он может, в принципе, на звуковых системах выйти. То есть, предложим, он строит структуру звукового уровня, да, управления, тогда получается, что он, восприняв нужный звук, он находится в этом мире живущих, и все. То есть для него часто даже не происходит структура ухода, поэтому в случае, если звуковая форма взаимодействует с душой, и душа, например, проявляет звук, да, звуковую форму, то
человек, он не воспринимается как человек, ушедший из мира живущих. Потому что звук сразу имеет бесконечную природу. Он имеет источник, переходящий, например, в звук, где звук для, например, ушедших, это есть уровень света. Ведь ушедшие, ну, понятно, что звук, как физическая, да, среда, должна преобразовываться, как бы конвертироваться в сознание на какую-то структуру, например, субмолекулярную, еще домолекулярную, светящегося квантового уровня. Получается, что это свет. А раз он имеет ту структуру, что его душа формирует, например, звук, да, сразу, ну, предположим, там, известные, там, например, музыканты, или, предположим, вот есть исторический момент, там, предположим, что если брать, что, например, тот факт, что у Паганини как-то был момент, что там была одна струна, да, и он, например, да, сыграл концерт. Но, в принципе, так действительно можно сделать, если душа формирует звук. То есть душа формирует звук, и зрители, в принципе, могут не заметить. Звук реальный, а для, например, ушедших, предположим, звук трансформированной формы, он дает именно свечение жизни. Поэтому, кстати, нет и ощущения, что человек ушел. И когда такого ощущения нет, он на самом деле реально, кстати, не ушел. То есть там нету процесса, такого биологического процесса смерти. И здесь вот, кстати, именно такой фундаментальный момент наступает, что структура, которая не обладает характеристиками ухода, она практически выпадает, ну, почти мгновенно в зону фактически воскрешения. То есть если человек научился, да, например, при жизни, значит, правильно как-то фиксировать среду, которая для оптического диапазона, например, выглядит так, что это есть жизнь, то есть в структуре как бы воскрешаемых это выглядит как однозначный путь в сторону жизни. Логически понятно. Если это есть у человека, он тогда и не умирает, это точно. Как бы даже при любых ситуациях. Но если там какие-то ситуации возникают сложные, то, по крайней мере, он уж точно многорезервно выживает. Это вот степень развития резервных уровней, там, предположим, там, здоровья или человек в каких-то ситуациях, это колоссально высокий уровень, если он как бы оптику, что ли, вот мира, фактически оптику мира живущих, значит, выявляет как оптику совершенно однозначную для себя, по сути. Я все время говорю с точки зрения живущих, потому что с точки зрения воскрешаемых это выглядит как бы просто очень яркий свет, который они должны еще продифференцировать. А я для живущих называю там, это мир живущих. Когда вы имеете такую однозначно жесткую фазу управления, то получается, что реализовывается следующий принцип, что совершенно жесткие однозначные системы управления, которые вы реализовываете там, да, при достижении каких-то личных действий, это значит, системы совершенно жестко, однозначно обозначенные и существующие в мире только в единственном месте и в одном экземпляре. То есть логически ясно, где-то вы продумали, да, в этом месте находится эта оптическая мысль, и она как бы ясно, что в этом времени зафиксирована. Но, как я сказал в начале, ведь физическое тело единого Бога, оно тоже одно, и оно имеет конкретные характеристики там, человека, оно находится конкретно здесь, и в связи с этим значит, ясно, что он один и здесь. Также и каждый человек, каждая мысль. Как только мы приходим к такой вот, ну, принципиальной, что ли, основе, ну, как бы, в общем-то, можно сказать, что регламентирование ситуации, именно некий регламент возникает в структуре взаимоотношений, мы видим, что любое действие, почему оно понятно и находится здесь, потому что оно совершено по собственной воле как бы этого объекта информации. То есть вот молекула, она именно здесь находится, потому что есть некая фаза воли, одухотворенности, то есть Божьего присутствия, где есть определенный алгоритм действия. Почему молекула здесь? То есть это тоже инициативная, свободная структура. И получается, что мир находится в плане именно свободных волепроявлений и взаимодействия. То есть чтобы мир не был разрушен, достаточно только лишь вот эту конструкцию, ну, сохранять хотя бы на уровне внутреннего, то есть духовного содержания следующего действия. То есть в каждое следующее действие закладывает принцип полной свободы
при условии, конечно, все-таки функции контроля от вашего вечного тела, и вы обеспечиваете развитие. Следовательно, в этот момент действия ваше тело должно быть вечным. Когда вы делаете действие на уровне логической фазы сознания, ясно, что действие, в общем-то, оно изначально понятно, что вечное в этот момент, то есть вы в этот момент не были разрушены, значит, вы сделали действие как бы структура, которая в данный момент находится там, в нормальном состоянии. Но какая вам разница, находитесь так, там, предположим, через миллиарды лет, что вас сдерживает, да? Если задать такой вопрос, то здесь реализован следующий принцип. Текущее действие по структуре создания мира с точки зрения именно процессов воскрешения, оно имеет те же характеристики, что и действие в бесконечном времени. Там, через миллиарды лет или вообще говоря, в бесконечном времени. То есть сделанное сейчас действие, оно не отличается от того, что вам нужно будет сделать там, через миллиарды лет для того, чтобы достичь того же эффекта. И поэтому понятно, почему человек имеет такую структуру, которая там, с веками практически, в общем, по сути, она не видоизменяет структура ткани человека. Если, продолжим, животный мир, находясь в определенных условиях, он меняет как-то там или окраску, каким-то образом меняет морфологические структуры часто, то человек, он сохранен всегда в одном уровне, потому что он изначально является как бы каноническим уровнем как бы сигнального, что ли, плана для всего мира. То есть его действия изначально канонизированы как действия правильные, и они не должны меняться. Человек не должен перерождаться в киборг-систему, он не должен мутировать там, и так далее, и так далее. И когда мы рассматриваем этот процесс, то ясно, что для животного мира, там, растений, чтобы войти как бы в интеллектуальный контакт с человеком и жить на принципах там, равенства, свободы, творчества и так далее, и иметь такой же план управления, достаточно только не видоизменяться. То есть, если, это может быть такая, в общем-то, больше такое впечатление, что философская структура рассуждения, на самом деле это совершенно практичная система. Если животные научатся не видоизменяться в ореоле обитания, то их интеллектуальный уровень будет доходить до уровня человека, и тогда на уровне, например, телепатическом можно будет общаться совершенно свободно, предположим, как с людьми. То есть там начинают исчезать как бы различия между там, элементами внешнего мира и элементами как бы, уровня управления человека. И тогда получается, что достаточно эту структуру зафиксировать, и ясно будет, что, например, там, молекула там, какого-то кислорода обладает таким же интеллектуальным как бы, сопоставлением с человеком планом, что вполне может анализировать внешнюю систему. Давай там, выделим там, молекулу кислорода, она здесь, она обладает функциями общения, то есть, как бы аппроксимирована, что ли, к сознанию человека, как бы функциями осознания. И она вполне может дифференцировать компьютер, устройство компьютера, вполне, нет проблем. То есть совершенно точно через нее можно просмотреть всю микросхему, понять, как работает система, потому что эта молекула понимает. Но когда мы говорим о человеке, то молекула начинает дифференцировать человека как структуру, как бы отдаленного уровня, где есть просто свет. И когда приближается, она должна стать похожей на человека в функциях понимания, управления, взаимодействия с внешним миром. И получается также и человек, он, приближаясь к Богу, он должен быть похожим на Бога, как бы это структура совершенно однозначная, и движение в сторону Бога – это часто движение, воспринимается как развитие личности, но если мы рассмотрим систему, например, фиксации, как мыслит человек там, при уровне там, квантовых излучений, то мышление тоже имеет форму человека, то есть сфера, но, в общем-то, она имеет форму человека, то есть человек сохраняет форму даже в мышлении. То есть, если выделить именно активную часть сферы мышления, например, человек лечит себе клетку какую-то, просто он там травмировал палец, то сфера мышления такова, что, которая лечит, она больше акцентируется по форме человека. Когда, кстати, вы лечите в этой технологии, обратите внимание, что вот если вы управляющую сферу кладете в область там, заболевания, то выделяете область наиболее интенсивных линий, где есть форма человека. Тогда вы как бы фокусируетесь. Фокусировка управления происходит не через там, фокус, как обычный оптический фокус, а именно через уровень формы человека. И причем конкретно там, соприкосновение кожи человека с таким-то
уровне, да, кожи, формы человека условно. Ну, фактически это вы как бы выделяете там мысленно некий там уровень человека просто как форму и начинаете какой-то частью к больному месту эту форму ориентировать. Ну, например, мизинцем там правой руки как бы выделенного образа человека прикоснуться, предложим, там, к селезенке, то восстанавливается селезенка. Если в правой руке, ну, там, предположим, большим пальцем правой руки прикоснуться к печени, то восстанавливается мозг. То есть это можно, эту последствие можно изучить, даже построить целый атлас взаимодействия. Там, в принципе, проблем на самом деле нет. То есть можно выделить очень простую и конструктивную систему управления по восстановлению организма. Также можно делать управление, например, там, внешними системами реальности. И здесь вот возникает следующий принципиальный момент, достаточно направленный на то, что вы здесь уже утверждаете, практически как бы логически дойдя до этого, следующий принцип, что человек, создатель, который воскрешает, он действует как бы практически так же, да, на уровне создателя Бога единого, как и воскрешаемый в плане там, ну, в общем-то, реализации его задач вечного развития. И здесь следует добавить, что эти действия находятся в пространстве души Бога. Вот когда мы начинаем, значит, такой уровень рассматривать, например, в моем учении о Боге и в учении о душе, мы рассматриваем уровни, например, оптической реализации, да, например, действия Бога и проявление души, то когда мы рассматриваем именно душу Бога, то здесь мы видим, что, значит, это есть свободное, что ли, волепроявление Бога, то есть это, так скажем, от Бога исходит не как вот обязательная структура к исполнению, да? Человек от души дает только лишь, как правило, свободные, то есть действующие от души, это то, что он хочет, да? Но он может не заставлять, это его естественное состояние. И вот когда мы рассматриваем такой уровень, то здесь получается, что мы имеем достаточно, в общем-то, простой, что ли, уровень для понимания, ну, чисто прикладных, что ли, методологических систем управления. Вот я сейчас уже перехожу к методам воскрешения людей, создателей. Когда мы рассматриваем именно методологическую часть, то сами методы, они выглядят часто как методы, которые в плане парадигмы или концепции, или стратегического, что ли, да, уровня, они могут выглядеть совершенно иначе, никак не совпадать с теми методами, которые, например, я, значит, давал на видео вот курсе в 2002 году, 17 сентября. И поэтому здесь, когда вы рассматриваете методы, надо смотреть на структуру, как бы, в общем-то, целевую. Ну, например, вы едете на машине, у вас же одни методы управления, на самолете все-таки другие, если вы пилот. И здесь надо именно так рассматривать подход. Там есть, может быть, какие-то общие вещи, но часто абсолютно не совпадают, абсолютно. Даже другая среда, да, управления. В другой среде находится объект. Если самолет в воздухе, машина на дороге, на плотной почве. Поэтому здесь мы, переходя к методам, должны сразу же абстрагироваться от известных по возможности методов, которые вы раньше имели по, значит, структурам воскрешения людей или там встречи с воскрешенными, перейти на то, что вы в данный момент сейчас сразу же воспринимаете то, что вот сейчас я создаю данные методы, потому что вы набрали тот уровень знаний, который позволяет данные методы создать, включая то, что вот набор этих знаний проходил там, ну, совершенно индивидуально, да, например, там, в разной системе вашего управления. Поэтому вот мы переходим именно к методологическому уровню, к методам как таковым. Значит, первый метод следующий. Для того, чтобы воскресить человека Создателя, необходимо, чтобы Бог присутствовал в Создателе в качестве действия по воскрешению. И действия, исходящего как от самого того, кто воскрешает, так и действия, исходящие от того, кто воскрешаем. Следовательно, мы должны выделить Бога
именно в действии, именно вот понятие выделить действие Бога, так скажем, да, ну, в общем-то, выделить, по сути, из души, да, человека, как, значит, того, кто воскрешает, и того, кто, значит, воскрешается, выделить все-таки Бога, то есть выделение Бога, то есть они должны воспринять Бога как внешнюю систему, то есть как внешнюю, как личность. Вот без выделения Бога, то есть вот он должен увидеть Бога обязательно. И тогда ясно будет, когда он рассматривает Бога как личность, для него мир входит в равновесие, и, естественно, в этом мире нет места смерти, там воскрешаемый уже есть. Вот на этом данный метод заканчивается. Значит, второй метод, вот следующий. Для того, чтобы сделать воскрешение, скажем, сверхбыстрым, сверхсрочным или, например, мгновенным, там, где нет параметров времени, необходимо, чтобы действие Бога было определено памятью воскрешаемого. Для этого сделать можно очень просто, что взять, например, просто воспринять структуру памяти воскрешаемого как элемент там любой, что он помнил, да, задаться вопросом. Неважно даже здесь, что он там, например, действительно помнил. Вот что он мог бы помнить, да, он же мог бы помнить, предположим, Кремль, да, или там телевизор, да, мог бы помнить. И когда вы берете в этот фрагмент, вводите, что данный, например, объект создан Богом, просто вводите эту информацию. А по аналогии с тем, что когда создается объект, вы передаете все знания создания, вы мгновенно передаете структуру создания, и человек тогда воскрешается. Значит, третий метод. Для того, чтобы выделить, значит, в памяти структуру, созданную Богом, можно сделать так, что ваша память – это есть отражение памяти Бога для вашего сознания. И при этом вы можете действовать по аналогии с воскрешаемым в плане каких-то однотипных действий. Например, там, рыбачить или что-то пить. Да? Здесь возникает своеобразная, в общем-то, конвертация того состояния, что у воскрешаемого и у того, кто воскрешает, есть участок сознания, который вы, ну, можете сказать, что он идентичный, одинаковый. Так вот этот участок сознания – это и есть сознание Бога. И когда вы, например, начинаете рассматривать на эту ну, как бы, этот процесс или рассматривать, в общем-то, на уровень, что ли, выше, что будет дальше, да, то ясно, что в сознании Бога это есть. То есть вы воспринимаете Бога через сознание. Это самый, ну, как бы часто бывает быстрый путь реализации, потому что если образ Бога воспринять, да, и от него получить знания, это можно для процессов, может быть, часто не обязательно быстрых, ну, там, в анализе, когда человек творит, или когда ему нужен именно для спасения, предположим, да, образ Бога. А когда человек мгновенно должен принять решение, то ясно, что ему нужно первичное действие, которое находится здесь. Если он распаковывает образ, да, у него тогда тратится время. Поэтому почему еще нужно образ Бога знать очень точно? Ну, например, там, в физическом теле человека. Тогда не возникает необходимости, например, его постоянно распаковывать. Вот поэтому получается, что выделенный образ Бога, например, там, для всех людей, он совершенно точно поможет сориентироваться в следующей ситуации, что так как явлений мира очень много, и, например, человек, чтобы, ну, например, спросить у Бога про какое-то явление, он должен как бы зафиксировать весь ряд, да, в управлении, потом спросить, потом как бы отпустить эти явления. Но ведь мир совершенно свободно проявлен там для каждого, да, поэтому получается, что таких фиксирующих моментов сделать нельзя. А получается, что это и есть состояние вечной души. Вот вечность исходит из необходимости действовать со всеми, что ли, уважать волю других, да? Получается, что вечность – это есть критерий морального плана в данной технологии. Но, по сути, это так и есть. Дело в том, что
мы имеем вечность как потребность, чтобы не задеть интересы других по вечному развитию, созидательному имеется в виду в первую очередь. Отрицательный статус развития здесь и просто рассматривается как программы, что ли, воспитания, когда человек все равно доходит до уровня вечного плана, а вечность здесь все равно как пласт однозначного уровня. Поэтому получается, что вечность – это есть потребность человека в плане свободной воли, в том числе собственной, когда он знает, что его воля не будет видоизменена, и за вечное количество времени он все равно достигнет каких-то конкретных событий, которые он хочет, то ясно, что человек свободен, да, он действует по аналогии с Богом, и он может достичь любого уровня, в том числе вечного развития. И вот следующий метод – это как раз-таки метод достижения. Ведь обязательность достижения – это, в общем-то, фундаментальный уровень, по сути, это развитие, так скажем, сознания, развитие реальности, потому что, когда вы знаете, что вы достигаете обязательно какого-то уровня управления, то какие проблемы, ясно, что вы достигаете, например, вечного развития. Для вас какая разница, если вы всего достигаете? И вот здесь вот как раз-таки метод имеет значение принципиально именно достижения. Значит, он заключается в следующем. Для достижения, с точки зрения фундаментальных законов, воскрешения людей-создателей, воскрешение любого человека, восстановление любого объекта информации, необходимо сделать так, чтобы вся внешняя реальность, включая реальность единого Бога, включая все процессы воскрешения, все уровни были проявлены вашим собственным телом. И когда вы, видите такую конструкцию, как целевую конструкцию, вы понимаете, что тело, во-первых, уже содержит, но в душе эти структуры. В этом случае вы определяете месторасположение души. То есть вы показываете, что душа должна, например, быть в конкретном месте, внутри физического тела, например, и тогда вы вполне можете светом души осветить свои следующие события. При этом ваше тело – это есть уровень, который формирует вот этот однозначный коридор встречи с воскрешенным, где воскрешенный при этом, он уже готов к встрече. И вот здесь происходит самый такой узловой следующий момент. Метод встречи с воскрешенным Создателем. Здесь слово «Создатель» имеет два уровня. То есть Создатель, воскрешенный, который создает себе путь, коридор для встречи, и Создатель, единый Бог. При встрече с воскрешенным вы в этот момент встречаетесь с физическим телом единого Бога, проявленным, причем дистанционно, имеется в виду в виде каких-то событий, например, проявления физического тела единого Бога, включая сами события. Так вот, данный метод, он в том, что вы в образе Создателя единого Бога должны рассмотреть свои действия собственные. То есть должны, в принципе, делать на самом деле как Он. Это понятно, элементарно. Самый сложный здесь момент заключается в том, что воскрешаемый, который создал собственную технологию, он должен ее создать совершенно так же, как делаете одновременно и вы, и так же, как делает физическое тело единого Бога. Тогда получается, что синхронизация вам позволяет встретиться обязательно. И здесь возникает следующий момент. На принципах совершенной свободы воли, при любом варианте, математическом, научном и так далее, принцип свободы поведения объекта, если это неограниченная система, это основной уровень, из которого вытекает устойчивость системы. То есть вам надо достичь встречи обязательно. Тогда получается, что синхронизация исходит из того, что воскрешаемый должен иметь контакт с Богом, с изначальными задачами. То есть в момент создания, когда он создает, он должен иметь путь к этому уровню, и он должен иметь обязательный контакт. Поэтому, здесь главное заложить контакт по аналогии с тем, как вы видите Бога, то есть дифференцировать Бога, то есть увидеть его физическое тело, и это зафиксировать, засветить.
по аналогии он это увидит, и тогда у них не будут во всех этих, что ли, вариантах нарушены пути как бы синхронизации, да, фиксация или прихода к данному моменту. Ведь, например, в молитвах или в каких-то действиях экстремальных, часто даже длительных, есть некий узловой момент, где есть вот, она часто быстро проходит, некая такая зафиксированная сторона. И вот эта зафиксированная сторона, это есть та вечность, которую вы имеете, это вечная, реальная жизнь в этот момент. Если вы ее долго держите, вы тогда там находитесь долго, но потом внешние колебания информационные, как бы коллективный уровень, который, например, не все умеют находиться в структуре вечного развития, они постепенно как бы выходят на бытовой уровень мышления, и вы как бы начинаете отвлекаться, да? Хотя при этом вы можете находиться также в этом месте, быть совершенно неразрушимыми, но на логике вы начинаете, предположим, находиться в уровне обычного, что ли, бытового плана восприятия, например, там магазины, работа, что-то еще. Так вот, следующий метод, значит, показывает и дает технологию того, что, каким образом вам бытовое мышление перевести в структуру управления для воскрешения людей-создателей. Он заключается в следующем. Для того, чтобы бытовое мышление именно человека-создателя, людей-создателей перевести для встречи с воскрешенным, вам нужно всего лишь навсего, значит, взять любой объект информации, который находится вокруг вас, и данный объект совместить с воскрешаемым в плане управления от духа. Вот там, где оптика духа выявлена, это со стороны сердца обычно в данном уровне работает в левую сторону, а именно со стороны души некий, может быть, это может быть, в принципе, в общем-то, действительно любой объект, хоть там макрогалактика. Как только вы совмещаете, вы получаете воскрешение в любом бытовом, в том числе, действии. И при этом главной, как бы, здесь вот осью, что ли, основной смысловой осью является, что вы данный объект создаете так же, как его создал единый Бог. И вот создаете, в чем особенность данного метода, вы этот объект свечением своего собственного физического тела. То есть именно излучение тела, идущее на объект, его создает, как бы в точке управления перед вами. Следующий метод заключается в том, что физическое тело, направленное на воскрешение воскрешаемого, значит, находится всегда, значит, в единственном положении для Бога единого. Это с точки зрения предшествующей части лекции понятно, что вы еще более выявлены, когда вы работаете с каким-то тоже уникальным уровнем, да, например, воскрешение кого-то. И получается, метод заключается в том, что раз вы выявлены и это место для вас определено, значит, вас видно, воскрешаемый может подойти к вам. Вот и все. То есть главное это понять. Это и есть метод. Значит, следующий метод заключается в том, что когда вы рассматриваете цвета какие-либо, то цвет можно передать воскрешаемому как структуру, которая есть до его биологического ухода. И раскрывается метод и суть его в том, что стоит только зафиксировать в текущем времени, да, какой-то цвет до системы биологического ухода, как бы поставить экран, цветовой экран, то человек в той точке, он практически не уходит, с точки зрения того, что вы как бы заэкранировали, да, уровень ухода там с параметров нормы, любой нормы. Вот, например, там он до факта биологической смерти где-то находился, вы зафиксировали, но самое здесь, в общем-то, интересное начинается дальше, что как только вы зафиксировали, то вы, во-первых, передали плоскость управления с точки зрения текущей практики, что вы имеете определенный опыт, да, в ту область. Он с того времени развился, то есть развитие начинается с того времени, где вы ему этот цвет передали. Цвет как структура бесконечных фаз взаимодействия передала, да, значит, все ваши совокупные знания, и получается, что он уже приходит как бы с того времени, но при этом фактически имея в базовом уровне всю вашу систему управления. Это колоссально важная система, казалось бы, простая, да? Но с точки зрения создания это же очень важно. То есть самолет, если где-то
летит, и, например, пилот, ну, там, предположим, спит, да, кто-то хочет вместо него лететь, по крайней мере, у него есть самолет, и, значит, он может разбудить пилота. Значит, но если как бы пилот не спит, да, то он может научиться. Вот здесь вот нюанс философского плана заключается в том, что значит, воскрешаемый здесь свободно выбирает, что ему делать. Мы абсолютно, ну, как бы все время здесь рассматриваем в сегодняшней лекции, вообще я всегда на этом часто акцентирую внимание, что принцип свободы, вот все-таки выбора и воли. Следующий метод с точки зрения свободы выбора и воли заключается в том, что когда вы хотите встретиться с воскрешаемым в оживленном месте, то значит, элемент воскрешения его до встречи, то есть воскрешаемый, он как бы еще, да, не воскрес, вы начинаете первичное действие. А вот именно встреча с уже воскрешенным должна происходить при, ну, как бы мысленной концентрации некой сферы и в центре оживленного места. Почему так происходит? Потому что, как я сказал, есть определенные, значит, связи, говорящие о том, что максимальная концентрация происходит где-то в центре какого-то события, а идут дальнейшие удаления. То есть, исходя из там принципов, да, фундаментальных законов, становится понятным, что надо стараться встречаться именно в центре. Если даже на удалении идут, предложим, 2-3 человека, рассчитать средние геометрические проекционные линии, просто прямые, которые идут от них по отношению к вам, и найти проекционную составляющую. То есть зафиксировать таким же цветом, например, стенку какого-то здания, да, идет отраженный луч, и как только вы фиксируете среднюю длину линии, проходите в эту линию. Критерием первичным является человек, если он рядом, там растение, или если просто здание, тогда нужно выбирать примерно как бы центр геометрический, может быть, совокупности зданий. То есть примерно на одинаковом удалении быть. Это достаточно точная координатная система именно в технологии действия людей-создателей. То есть они же здесь создатели такого плана, что они учатся еще создавать. Когда воскрешаются, они еще учатся создавать реальность. Здесь есть принципиальное отличие от того, что я давал в лекции вот 17 сентября 2002 года, где речь шла о воскрешении людей бесконечной жизни. То есть там больше работает поисковая система в управлении, да? А здесь изначально работает фундаментальный смысл все-таки создания. Человек создающий, он может вообще никуда не двигаться, он может просто в этом месте создавать и все. И при этом для того, чтобы с таким человеком встретиться, да, нужно делать что-то подобное. Ну, предположим, человек разводит костер, как он узнает, что там находится человек, тоже костер разводит, да, другой человек? Систему однотипных действий. Ясно, что создан костер, значит, там человек, да? Или, по крайней мере, молния. Но если там кто-то еще двигается на горизонте с фигурами людей, значит, это человек. И как бы вот этот уровень однотипности действий приводит к тому, что, значит, для того, чтобы сделать воскрешение человека именно по структуре создания, необходимо делать действия, которые были бы понятны, или действия однотипные. Значит, понятные действия – это, ну, предположим, там костер, однотипные – это действия, которые человек делает, предположим, когда там ест ложкой, да? Это однотипное действие. Следовательно, просто еда ложкой – это есть техника воскрешения, однотипное действие. На эту технику могут прийти другие люди, воскресшие. И получается, что на любое действие, любое проявление человека, на любой фактор его мышления могут прийти воскресшие люди. Почему все воскреснут? Потому что с точки зрения данной технологии, значит, даже форма человека, как форма однотипная, да, приводит к норме, то есть к воскрешению. И если мы рассматриваем этот процесс более широко, то здесь как раз реализовывается следующий метод, ну, который действует сам по себе, даже если мы не рассматриваем как бы внешние его связи. Мы имеем широкую реализацию собственного мышления в душе физического тела единого Бога. И отсюда ясно, что душа физического тела единого Бога
значит, является уровнем создания, например, воскрешенного, да, но в другом времени, то здесь элемент очень управления прост. Какая разница, например, физическому телу единого Бога, если мы начинаем мыслить в пространстве его души, почему бы ему взять и заново этого человека здесь не поставить, уже воскрешенного? Ему, в принципе, нет никакой разницы. Если мы правильно мыслим, то этот человек возникает в этом месте, и мы просто не встречаемся. Но для этого нужно всего лишь навсего иметь отраженный луч, указывающий, а где Бог его поставил, где он его поставил. То есть и вот этот отраженный луч, так называемый, да, за счет фазы вашего мышления, это есть ваш дух, развитый в сознании вашей души, именно по структуре воскрешения. То есть у души на этом уровне есть собственное сознание. То есть мы до сих пор говорили о том, что есть сознание личности, да, которое является проявлением действия души, духа, физического тела и так далее. А если мы рассмотрим фазу сознания души, то мы приходим к совершенно принципиальному уровню познания мира с точки зрения сознания и создания, что две не физически выявленные фазы, да, душа и сознание души, вполне могут реализовать физическое тело человека, то есть создать просто его. Почему Бог, например, так просто, да, самоорганизовался и может иметь спокойно физический облик человека? Потому что у него там проблем никаких нет. Есть душа, может быть, по аналогии с этим уровнем человека, уровень сознания, который включает, правда, еще и дух. То есть сознание Бога отлично тем, что оно имеет сразу бесконечный фактор, то есть фактор структур духа. И он взял и самоорганизовался. И как только вы эти знания передаете воскрешаемому, то как раз, хотя у него нет, да, например, биологического тела, то он может спокойно на основе этих двух просто понятий свое тело создать, то есть реализовать. Процесс создания собственного тела получается как процесс осознания того, что реализация тела может быть только из одного уровня. Душа и сознание души, в принципе, все равно одной структуры. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание. В качестве практики старайтесь больше заниматься предметным управлением, связанным с тем, что надо связывать различные структуры моего учения, например, о Боге, о любви, о духе, о душе, и рассматривать эти структуры как уровень, который тоже будет реализовываться в вашей все-таки практике. Еще раз спасибо.